Сегодня гость нашей студии Тамара Георгиевна Марчакова, судья в отставке Конституционного суда Российской Федерации, а в 1995-2002 годах заместитель председателя суда. Добрый вечер, Тамара Георгиевна. Добрый вечер. Какие пороки российской судебной системы иллюстрирует дело ЮКОСа? Я думаю, что пороки российской судебной системы может демонстрировать любое дело, которое рассматривается сейчас в российских судах. Вот это и обнаруживается, потому что отсутствие независимого статуса судов и судей, оно предопределяет все остальное, что может происходить негативного в судебной деятельности и в судейской среде. Это вообще очень характерная черта для деятельности российских судов, когда обвиняемые по уголовным делам, потерпевшие по уголовным делам практически назначаются по воле тех, кто поставляет в суды, фигурально выражаясь, давальческое сырье, а именно предъявляет обвинения в судах. И раз так, то мы должны представлять себе, а почему, собственно, то, что вот таким образом передается в суды, судами переваривается, а не отвергается. И если мы будем искать ответ на этот вопрос, то он всегда в одном: суды не чувствуют себя независимыми. Коррупция – это не когда кто-то кому-то принес деньги в конверте. И не так просто купился бы, простите меня за это упрощение, любой судья. Гораздо более страшная форма коррупции заключается в том, что судья принимает решение угодное кому-то вне процесса. И эти источники влияния, они становятся особенно опасны, когда исходят от государственной власти, то есть от различных учреждений государственной власти. Это могут быть любые учреждения, исполнительная власть на любом уровне, это могут быть учреждения такие, как осуществляющие у нас теперь расследование и обвинительную деятельность, то есть Следственный комитет при прокуратуре и представители прокуратуры как органа государственного обвинения. И здесь как раз самое тяжелое влияние, которое приходится испытывать на себе судам, самое тяжелое, потому что против этого влияния средств борьбы нет. На самом деле судебная власть, хотя она по Конституции находится в очень таком правильном статусе, соответствующем современному конституционализму, не в состоянии защититься от исполнительной власти в силу того, что с судьей очень легко расправиться. Можно ли так понять ваши слова, что памятный приговор Мещанского суда по делу ЮКОСа в мае 2005 года был несправедливым, поскольку был явно принят под давлением сильных мира сего? Каким бы он ни был по существу, во всяком случае, он не свободен, этот приговор, от упрека, что заинтересованность в вынесении такого приговора была донесена до суда властными структурами, в том числе и такими, может быть, которые, хотя это одно только предположение, которые были заинтересованы в, так сказать, окончании жизнедеятельности соответствующей нефтяной компании и в том, чтобы все, что ей принадлежало, было передано, продано или как-то иначе по другим каналам перешло в другие руки. Можно ли сказать, что после этого приговора как раз и потянулась та цепочка несправедливости, которая тянется до сих пор? Я думаю, что эту цепочку несправедливостей потянуло за собой совершенно неправомерное вмешательство в все процедуры привлечения к ответственности каких-то властных структур. От этого все идет. Если, конечно, у кого-то существует, когда это связывается со статусом государственной власти, желание совершить определенные действия по привлечению к уголовной ответственности любого лица, то уже само по себе это всегда чревато
серии несправедливых решений, принимаемых органами уголовного судопроизводства. Я как раз на этом хочу сделать акцент, что случай с данным делом, хотя он очень яркий, показательный, и хотя он очень заметен уже хотя бы по тому длительному периоду времени, в течение которого ведется вся эта судебная кампания, он все равно не единичный. И это самое страшное. Мы являемся уже очевидцами второго дела и второго процесса. Насколько состоятельными выглядят предъявленные обвинения, даже судя по тем данным, которые вы имеете из прессы? Дело даже не в том, насколько состоятельно это обвинение, да? А дело на самом деле заключается, общее такое печальное дело для нашей судебной системы, в том, почему необоснованные обвинения возможны в судебной системе Российской Федерации. И вот это самый главный вопрос. Можно ли сказать, что дело ЮКОСа дало своеобразный толчок развитию юридической мысли и практики в России? Вот недавно Конституционный суд принял решение о том, что оспоренные в Страсбурге несправедливые приговоры должны пересматриваться российскими судами. Толчок к этому решению Конституционного суда дала, к сожалению, достаточно распространенная, я бы даже сказала, единая, универсальная практика судов общей юрисдикции, которые в течение многих лет отказывают заявителям, выигравшим свои дела, заявителям от России, выигравшим в Страсбургском суде, в пересмотре их дела, разрешенного национальным судом. Теперь в очередной раз уже Конституционный суд сказал о том, что и так вытекало из всего российского массива правовых актов, из всего массива российского законодательства. А именно он сказал еще раз, что национальные акты, если они препятствуют восстановлению права, признанного нарушенным в Европейском суде, должны пересматриваться. Но дальше, даже возместив определенный ущерб жалобщику в Европейском суде, Европейский суд не может до конца восстановить его права. Ведь этот человек, жалуясь как гражданин России в наднациональную юрисдикцию, в своих правах и обязанностях зависит от национальных судов. Сейчас российские законодатели намерены ввести запрет на предварительный арест по экономическим преступлениям. Можно ли считать, что экс-владельцы ЮКОСа вот как бы своим примером принесли своеобразную жертву во имя остальных поколений бизнесменов, которые теперь не будут подвергаться столь жесткому прессингу? Вы знаете, жертва это во всяком случае не оправдана. То есть она не имеет никаких оснований, и мы не можем такого рода жертвы, как вы назвали, оправдывать неким улучшением ситуации для будущих процессов или даже будущих поколений. Лично я отрицаю любую обоснованность такого рода жертвы. Ясно было из международного опыта, что по делам об экономических преступлениях не применяются такие меры пресечения, как аресты. Есть и в действующем Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации возможность альтернативных мер. И все это никогда не использовалось. И никто не позволял судебной системе таким образом жертвовать